Всем добрый день! Меня зовут Настя Лосева, и сегодня хочу поприветствовать вас на своем канале и начать свой рассказ про кабачки. Вы, может быть, спросите меня, почему я так рано начинаю вам рассказывать о посадке кабачков, о том, как я буду их выращивать. Дело в том, что у меня необычный, так скажем, способ выращивания, можно сказать. И видео, которые пользуются популярностью на ютубе, постоянно вызывают волну вопросов, поэтому я решила записать видео заранее, тем более, что 20 марта я начну сеять на рассаду кабачки для того, чтобы их выращивать летом. Эти кабачки мне и будут давать весь урожай в течение всего лета до глубокой осени. Сегодня я хочу подробно вам об этом рассказать, как выращиваю, зачем выращиваю, почему выращиваю, в каких условиях. Итак, у нас сегодня 16 марта, на улице вот с утра было ясно, солнечно и тепло, сейчас немножко похолодало. Как правило, я выращиваю на своем небольшом огороде, о котором уже много раз рассказывала, у меня есть видео, можно посмотреть. Выращиваю 2 кабачка. Это, могу сказать, по сортам, потому что это имеет большое значение. Сорта Кавили и Ясмин. Их я уже выращиваю 4-й год. Но в этом году я меняю грядку немножко. Выращивать буду вот на этой грядке, на другой. Длина ее 4 метра. Сейчас покажу поближе. Итак, вот она грядка, конкретно на которой я буду выращивать в этом году кабачки. Отличие в том этого года от предыдущих, что я буду выращивать 3 кабачка, потому что я хочу сделать эксперимент с новым сортом. Тоже это сорт от семена Партнер, я потом про него расскажу. Кавили, дело в том, что это светлый кабачок, Ясмин желтый, я хочу еще темный полосатый кабачок, чтобы у меня был. Поэтому высаживаю 3, именно для разнообразия по цвету. Для меня важно, чтобы еда была яркая, красивая, ну и, конечно, вкусная. Итак, вот эта грядка у меня шириной 80 сантиметров и длиной 4 метра. То есть получается 3,2 квадратных метра. И на ней я буду выращивать 3 кабачка. Путем закапывания сюда ящика со взрослым кабачком. Для того, чтобы более подробно понять, как я буду это делать, сейчас мы с вами переместимся в теплицу, в которой я уже приготовила грядки для этих кабачков. Итак, мы сейчас перешли в теплицу. Здесь жарко, но я пока раздеваться не буду, чтобы уже микрофон не снимать. Теплица, как вы знаете, у меня уже засеяна на ранний урожай всякой зеленушкой, но об этом вы могли посмотреть уже раньше. Сейчас мы говорим о кабачках. Почему рассказываю о кабачках вам сейчас? Потому что я 20 марта начинаю сеять. Кабачки обычно всходят на 2-3 день, хорошо, и 1 апреля рассаду я высаживаю вот в такие ящики. Это ящики с отверстиями. Я сейчас вам покажу поближе. Они используются у меня по нескольку лет, поэтому, естественно, вот такие страшненькие. Я их набиваю растительными остатками, мульчей с грядок, которую я собирала, а сверху буду досыпать питательного грунта. И вот в эти ящики, как вы видите, их 3 штуки у меня здесь, вот они стоят, я и буду высаживать 10-дневную от посевов рассаду кабачков 3. Все буду подробно рассказывать. Почему сейчас вам рассказываю, чтобы вы для себя определились и решили, нужно ли вам это. Почему для меня важно? Потому что для меня важна именно ранние овощи и максимальное использование, экономически выгодное использование и вот этой теплицы, и грядок, естественно. Если я в своем регионе, живу во Владивостоке, это Приморский край, сухими семенами посею кабачки в открытый грунт, то я могу это сделать примерно с 1 по 10 мая, в принципе, можно начинать сеять. Но что у нас может происходить? И что, например, происходило в прошлом году, я показывала про этот эксперимент. Я посеяла кабачки, помимо того, что я их посадила вот этим своим способом в грунт, я посеяла их семенами. Они у меня взошли только к началу июня.
Соответственно, эти кабачки дадут мне, ну и дали мне урожай только к концу июня. В лучшем случае, если будут хорошие погодные условия именно в июне. А у нас могут быть и не очень хорошие погодные условия. Хорошо, что они еще взошли. Если семена долго лежат в грунте, они могут сгнить и вообще не взойти. Тогда вам приходится в конце мая, либо в начале июня еще раз пересевать кабачки, либо тыквы. Кстати, таким же образом можно выращивать и тыквы, если они у вас плохо всходят, не успевают доспеть. Регионы все-таки бывают разные. Если у вас короткое лето, таким же способом можно выращивать и тыквы. Также можно арбузы высаживать, дыни. Не знаю, еще не решила в этом году, буду ли проводить эксперименты с дынями и арбузами, посмотрим. Пока то, что хороший имеет результат, я вам об этом рассказываю. Итак, 1 апреля в эти ящики я пересажу рассаду кабачков, 3 штуки. У них только начнет показываться первый настоящий листик. Накрою потом пластиковой бутылкой. И здесь эти кабачки у меня будут расти, они заполняют сначала внутреннее пространство бутылки, потом уже даже начинают цвести. И я вот эти взрослые кабачки смогу переселить, перенести в грядку. Вместе вот с этим ящиком я закапываю их уже с маленькими плодами, с небольшими, в середине мая, чтобы они у меня точно не замерзли. Ну, во-первых, что это дает? Это дает то, что я к 20 мая уже могу собирать урожай кабачков. Есть еще некоторые моменты в уходе, которые также могут приблизить время сбора урожая. Об этом я тоже буду обязательно рассказывать. Кстати, сейчас это видео я буду сопровождать кадрами из прошлого года, чтобы вы понимали, что я не была голословной. Также расскажу вкратце об уходе. Почему я так редко, многие могут сказать, высаживают всего лишь 3 кабачка на вот эту грядку в 4 метра. Именно это, все вот эти факторы и редкое высаживание, и определенный уход позволяет получать богатый урожай с небольшого количества растений. Высаживание кабачка уже взрослого. А вы знаете, что бахчевые, это культура, к которой относится также и кабачок, они не любят, когда тревожат их корни. Они начинают болеть, задерживаются в развитии. Поэтому вот в этих ящиках мы, не тревожа их корневую систему, перемещаем в основную грядку, где они будут плодоносить до поздней осени. Таким образом, растение вообще не чувствует того, что вы его перевалили, пересадили, переместили и так далее. Если все же еще сохраняется прохладная погода, можно накрыть укрывным материалом, белым спанбондом, чтобы защитить вот эти цветы, которые уже будут на вашем кабачке достаточно взрослым. Ну и считайте, что к 20 числам мая мы начинаем собирать, да, сначала по 1-2 кабачка с куста, а потом я показывала в своих видео, как зреют на них там 6-10 завязей одновременно. То есть этот способ помогает получать именно богатый урожай, не только ранний, но и обильный, хороший урожай. Я думаю, что вы останетесь довольны. Возникает много вопросов. Зачем возиться? Зачем таскать? Хочу сказать, что вот эти ящики, они не тяжелые, благодаря тому, что вы набиваете их именно растительными остатками мульчи, и она легкая. А грунта здесь будет всего лишь 5 сантиметров сверху. Этого достаточно, чтобы растение получало питание. Дальше внутри пойдут процессы компостирования, и именно из этого кабачок будет брать питательные вещества. Практически на этом же основано у меня и способ выращивания ранних огурцов, только я их выращиваю в мешке, и эти огурцы у меня постоянно потом дальше стоят в теплице, потому что огурцы я выращиваю только в теплице. Этим же способом. Также я буду 2 огурца сеять 20 марта, чтобы 1 апреля переселить их сюда в теплицу. Как я уже сказала, на улице холодно, но теплица прекрасно прогревается. Смотрите, какой хороший парниковый эффект. У меня уже здесь появились первые всходы, поэтому предлагаю, если вам ценны
если для вас ценен ранний урожай овощей своих, и если у вас есть теплица, если у вас есть грядки оборудованные, то давайте получать богатый и ранний урожай. Друзья, итак, давайте пару слов о том, какие кабачки я уже и огурцы посеяла на ранний урожай для вот этих вот ящиков. Итак, сею я, ну, если, скажем так, если вы новичок и боитесь, тем более наслушались всяких блогеров и видео насмотрелись, где говорят, что кабачки не любят пересадки, что это очень сложно, и огурцы тоже. Я вам говорю, что нет, не сложно. Я сейчас уже выращиваю в простых вот таких горшках, видите, вот, ну, 200-граммовый стакан, они у меня старые, уже 100 лет выращиваю, вот написано «Зебра», я сейчас посеяла. Есть стаканы вот такие с выдвижным дном, очень удобно в них сеять бочевые культуры, просто потом переворачиваете стакан, берете, я все покажу, и немножко подталкиваете пальцем вот это дно, и у вас земляной ком полностью выходит, и вы абсолютно не повреждаете корневую систему. В прошлом году я посеяла 20 марта на рассаду. В этом году, ну, так сложились обстоятельства, да еще и на улице у нас прохладно. А, Смогла я только посеять вот 24 марта на рассаду. Но я думаю, что ко 2 апреля точно они уже хорошо начнет уже расти первый настоящий листочек. Все будет хорошо, и мы с вами успеем посадить на ранний урожай. Главное, сейчас можете начинать уже сеять, если у вас такие же погодные условия. У нас небольшой минус ночью, буквально минус 2-3 до минус 5. И уже плюсовые температуры плюс 2, плюс 3 градуса днем в солнечную погоду. Вот в такие условия я и буду сажать рассаду в теплице кабачков и огурцов. Все это буду сохранять, сохранится хорошо. Давайте теперь по сортам. Как я уже рассказывала, я обязательно уже несколько лет высаживаю ясмин и кавили. Вчера мне в комментариях написали, поскольку ролики пользуются спросом, интересом на ютубе по поводу раннего урожая кабачков, что ясмин не понравился кому-то. Ну, не понравился, возьмите другой любой кабачок, который вам понравится. Мне очень нравится кабачок ясмин. Я уже неоднократно рассказывала, что неудачный у меня и желтоплодик, по-моему, желтоплодик или как-то он называется, или желтоплодный. Короче, много желтых выращивала, урожая практически не было, и я уже все для себя сказала, что желтые кабачки я не выращиваю, это сплошное мучение. И тут я наткнулась на кавили, думаю, ой, не на кавили, а на ясмин. Думаю, дай-ка я попробую, последний шанс дам желтым кабачкам. И с тех пор, вот уже 4-й год, я выращиваю уже ясмин и кавили, 2 кабачка всего лишь. В этом году, естественно, захотелось мне как блогеру, ну и вообще поделиться с вами и для разнообразия. Разнообразила вот таким кабачком зебра посадила. Все это кустовые кабачки, они далеко не расползаются. К концу сезона, конечно, у них будут плети, но не такие длинные, как у других кабачков. Итак, ясмин, кавили — это все гибриды. Им не требуется опыление, и поэтому для ускорения урожая я у них убираю мужские завязи, мужские цветки. А вот с огурцами в этом году у меня эксперимент. И вот не знаю, решила довериться. Мне подписчица телеграм-канала прислала подарок. Она живет на Урале. И вот уральские семена, вот такие, их я и посеяла на ранний урожай для мешков. Это Аполлон и Армада. Это гибриды, партенокарпические, ранние. Ну, хорошие зеленцы, написано, с пучковым типом цветения. Фирма Агросимптомс. Она, по-моему, в интернете нигде, ну, может быть, где-то продается, но можете посмотреть. У меня в этом году эксперименты с этими томатами. И один баклажан у меня, сорт, ну, гибрид, и огурцы несколько. Вот по одному семечку я посеяла. Посмотрим, какая у них и всхожесть будет, и урожайность. Доверилась, доверяю вам, да, мои дорогие подписчики. По кабачкам я не сомневаюсь, потому что уже из года в год, поэтому по одному семечку буквально на 2-3 день он даст уже горбинку и вылезет росток. Все обязательно буду показывать, немножко вам заранее специально снимаю.
Если хотите со мной выращивать ранний урожай, присоединяйтесь. Я буду все выкладывать в реальном времени и в реальном режиме. Хороших урожаев, хорошего вам настроения, солнечного неба, добра. Всем пока!